Добрый день, уважаемые кулинары! Сегодня я решила предложить вашему вниманию царскую заварную пасху, ведь до Пасхи рукой подать. Для приготовления нам понадобится творог, сметана, сахар, соль, ванильный сахар, яйца, сливочное масло и в качестве наполнителя можно использовать цукаты или изюм. Ну что, приступим? Готовят Пасху в толстостенной посуде, поэтому я сразу высыплю в нее творог, сметану, сахар, ванильный сахар, соль и с помощью блендера превращу все это в однородную массу. В творог добавляем желтки, вмешаем желтки в массу. Добавим масло комнатной температуры, тоже постараемся размешать и переходим к плите. При постоянном помешивании на умеренном огне доводим нашу массу до первых пузырей. В процессе приготовления масса станет жидкой, это нормально. Появились первые пузыри, снимаем с плиты и ставим в таз или большую кастрюлю с холодной водой и льдом. Наша масса должна остыть до температуры 36-37 градусов. После остывания в холодной воде масса стала заметно гуще. На данном этапе уже сюда можно добавить промытый изюм, цукаты. Перемешиваем. Для дальнейших действий нам понадобится форма с дырочками. Я для этих целей приспособила вот такую жестяную форму, в которой мне муж сделал отверстие. В форму кладем марлю, сложенную в 2-3 слоя, и выкладываем нашу массу. Сверху закрываем марлечкой свободными концами и отправляем в холодильник на час. Через час сверху я положу блюдечко и поставлю баночку. Пол-литровая баночка с жидкостью вполне для этих целей подойдет. И вот в таком состоянии под гнетом в холодильнике наша Пасха должна находиться минимум сутки, максимум 2. У меня прошли сутки. Вот столько жидкости натекло. Сейчас мы будем перекладывать все это на тарелочку. Вот такая Пасха у меня получилась. Посыплю ее кондитерской посыпкой. Красота! Если бы камера могла передать аромат, вы бы его почувствовали. Пахнет она просто замечательно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно отвечу. Приятного аппетита! Пока!